Здравствуйте, друзья! Исторические нестыковки и примеры вранья историков. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Исторические нестыковки не сразу бросаются в глаза, но если начать вдумываться, то любой студент металлургического курса знает, что сначала люди научились из болотной руды добывать высокоуглеродистый металл, затем низкоуглеродистый и лишь потом, по аналогии, руду цветных металлов. Лишь после железа могла появиться медь и бронза. Изготовление цветного металла – это сложный технологический процесс. В нем учитывается очень многое: пропорции железа, меди, олова, определенные температуры, продолжительность по времени, и поэтому бронза никак не могла возникнуть в человеческой жизни раньше, чем железо. Это настолько очевидно, что берут сомнения утверждению историков, что сначала был бронзовый век, а потом век металла. Взять, например, Древний Египет бронзового века. Тутанхамон жил и правил 1347-1338 до нашей эры. Начало бронзового века в Египте 3300-2900 до нашей эры. Откуда же в таком случае взялся стальной кинжал Тутанхамона? Некоторые историки объясняют такие нестыковки найденным метеоритным железом. Только вот интересно, чем его обрабатывали люди, едва научившиеся выплавлять бронзу? Или взять сапфировое ожерелье. Сапфир по твердости немногим уступает алмазу. И возникает законный вопрос: чем сверлили камни в этом ожерелье? Вывод: технологии не совпадают с периодом того времени. Так же, как и якобы древние тексты. Историки лишь переписывают один отдельно взятый миф, практически не обращаясь к найденным археологами первоисточникам. А почему бы не изучить и другие альтернативные и более ранние летописи? Гоняют одну и ту же по кругу. Или взять пандито Хамболама, который пробыл 75 лет под землей. Привозили ученых, специалистов, когда откапывали его оттуда, чтобы те зафиксировали наличие жизни в этом теле. Но, несмотря на то, что трупных признаков нет, то есть и живот мягкий, и кровь не загустела, и микрофлоры на нем нет, трупных пятен и окоченения тоже нет, деформации зрачка нет, температура есть, волосы растут и так далее, маститые ученые говорят, что этого не может быть. Они видят, что есть, но официально заверить данный факт просто не хотят, воспринимая это как некое чудо, которое в материальной жизни просто не может происходить. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот принцип консервативной науки. И таких чудес обнаружено довольно много, а вот античудес ни одного. Ну покажите что-нибудь обратное, что подтверждало бы вашу официальную историю. Ведь все исторические факты тоже в принципе притянуты за уши, и нет ничего в пользу той истории, что нам преподносят. Все мегастроения Древнего Египта сделаны из бетона, и никакие каменные глыбы миллионы рабов там не таскали, и при этом на них написано по-русски «похорон». Но почему-то историки предпочитают читать «фараон». А почему? Потому что «п» и «х» читаются по-английски. Но при чем тут английский? Или, допустим, на могиле короля Артура написано «Я Артур, Рус царь», а они читают «Артуриус». Почему Артуриус? Рыцари. А были ли они, эти рыцари, закованные в панцирные доспехи? Таких рыцарей не было. Все панцирные доспехи сделаны кузнечно-прессовым оборудованием из легированной стали, а это гораздо более поздний период времени. К тому же они не подходят по размерам ни одному человеку. По крайней мере те, которые стоят в исторических музеях. Рыцари придумали писатели, такие как Вальтер Скотт. Подобные рыцарские доспехи служили лишь обычными сувенирами, которые ставили в каминных залах для красоты вместе с гобеленами. В музеях нет ни одного доспеха, на котором есть какие-то существенные царапины или вмятины, оставленные от ударов средневековым оружием. Исторические нестыковки существуют в огромном количестве. Быть может, и вы сами, хорошенько подумав, сможете привести примеры очевидных несуразностей и откровенной фальсификации официальной истории. Крупнейшие музеи мира насчитывают сотни тысяч музейных экспонатов. Значительную часть этих предметов историки и археологи относят или к началу нашей эры, или вообще к дохристианской эпохе.
Большинство посетителей музеев доверчиво внимают экскурсоводам, как правило, не обращая внимания на то, что их рассказы нередко противоречат не только историческим фактам, но даже элементарной логике. Например, многие скульптуры изображают людей с чисто выбритыми и ухоженными лицами, например, скульптуры Цезаря и Нерона. Но ведь они жили в глубокой древности, якобы в IV-V веках до нашей эры. Чем же они брились? Железо и сталь появились только лишь в средние века, а бронзовые изделия использовать для этих целей довольно сложно, если не сказать невозможно. Однако историков это ничуть не смущает. Они продолжают утверждать, что Нерон и Цезарь жили до нашей эры. Интересно, как историки определили, чьи это бюсты и скульптуры и когда они были сделаны? Ведь, как правило, на них нет ни имен, ни дат. К сожалению, очень часто приходится убеждаться, что большинство датировок совершенно ни на чем не основаны. Часто историки просто гадают, чье это изображение. Так что вся современная история – это банальный вымысел и догадки. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.